Приветствуем вас в здравии и в хорошем расположении духа, уважаемые подписчики, зрители нашего канала. Прежде чем начнем рассмотрение важной темы сегодняшнего видео, просим вас подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите вопросы, комментарии. Именно так вы оплачиваете наш труд. Благодарствуем вас! А также делитесь этим видео с другими людьми. Пусть у них тоже все будет хорошо. А сейчас агрогороскоп с 25 по 28 ноября 2021 года. У нас получается как раз 2 продуктивных дня в знаке Лев, это убывающая луна, а также 1 продуктивный день для посева посадок и других работ именно в знаке Дева. 27-го у нас выпадает для посевных посадочных работ этот день в связи с тем, что Луна будет переходить из 3-й в 4-ю фазу. Но давайте более подробно рассмотрим эти все дни и то, что мы можем сделать. Итак, сразу же одинаково 2 дня у нас Луна, убывающая в знаке Лев. Это уже завершается 3-я фаза, а значит можно в убывающей Луне высаживать, если кто не посадил, озимый чеснок и озимый лук на репку. Но снова же я выбираю всегда дни корня, телец и козерог для того, чтобы получить наибольший урожай. В данном случае, если у вас такой возможности не было, погода не позволяла или еще какие-то обстоятельства, то можете использовать 25 и 26 ноября в четверг и пятницу для того, чтобы сделать вот эту посадку. Ну вот это 2 культуры, которые можно использовать для посадки в это время. Рассаду не высаживаем никакую в это время, потому что Лев – это слабая корневая система. Это день плода, это огненная стихия, и корневая система плохо формируется. Вот почему при посадке озимого лука и чеснока чуть-чуть меньше урожай, потому что слабая корневая система. Вот я теперь дала ответ, почему я использую другие знаки. Но если есть такая возможность и есть необходимость, высаживайте. С рассадой разобрались, не высаживаем. В саду, вот в знаке стихии огня очень хорошо заниматься укрытием теплолюбивых растений. Но снова же это касается только северных регионов, где температуры зимой очень низкие, и там, где еще не укрыли. Для юга это не актуально. Я не укрываю растения, кроме инжира и граната, но это происходит в прошлом году, вернее уже в этом, только в январе месяце. Мы наблюдаем за погодой. До минус 10 градусов растения должны пройти адаптацию и подготовку к зимовке. Должна созреть древесина, поэтому, пожалуйста, вы мне пишете, вот мы уже укрывать будем. Не укрывайте, пожалуйста, юг, не спешите. Придет время, вы все успеете, и то только когда уже будет к нам нестись с помощью полярного вихря вот этот холодный воздух. Пока же вот эти перепады сейчас у нас резкие, тепло-холодно, ни в коем случае не укрывайте растения. Южане услышали. Зеленые операции – это актуально для тепличников, для тех, у кого зеленые растения растут на подоконнике, специальных местах в доме выделены такие, а также теплые страны, теплые регионы. Так что эта операция уже после сожженного пути полнолуния, лунного затмения, уже вот этот первый период, когда можно использовать. Итак, обрезаем. Кстати, сразу же отвечу, очень многие спрашивают, что делать в саду, можно ли обрезку проводить. Да, можно проводить обрезку в саду, но старайтесь перенести все-таки более позже, вот 4-я фаза, уже будет там знак весы в конце месяца, можно будет обрезать. Уже уверенно полностью. Здесь обрезка сада, лучше всего санитарная обрезка. Если же уже север и холодно, то, пожалуйста, можете обрезать в саду, так как вы запланировали, много деревьев, можете обрезать любые садовые растения. Итак, я ответила на ваш вопрос по поводу обрезки садовых растений. Идем дальше. Цветы. Снова же очень актуальный вопрос для севера – это укрытие. Для нас уборка цветников очень хорошая задача в это время, снова же, если будет позволять погода.
Для комнатных цветов в знаке стихии огня во льве защита от вредителей актуальна, а также можно проводить зеленые операции. Это все здесь очень хорошо будет. А вот с поливами и подкормками придется перенести эти агрооперации, потому что в период знака стихии огня растения не принимают воду, поэтому бесполезны поливы, а также подкормки без поливов тоже бесполезны. Они еще и вредны для растений. А вот этот период сейчас заготовки, сразу же отвечу на комментарий такой одного из наших читателей соцсетей, который возмущается. У нас уже северные такие морозы, и вы говорите собирать урожай. У нас очень много зрителей из разных стран и теплых стран. Кто-то сейчас собирается собирать бананы, а кто-то папайю. Так что в это время, видите, у каждого региона, у каждой страны своя задача. Поэтому мы будем продолжать эту рубрику по просьбе тех, кто живет в теплых регионах. Поэтому собирайте урожай в четверг любых ваших растений, то ли овощи, то ли садовые. Делайте заготовки, закладывайте на хранение все эти 2 дня, 25 до 6, очень хорошее время, потому что дальше уже это будет неблагоприятно. Квашение не проводим, сухая и горькая капуста и яблоки жесткие получаются. А вот что касается лекарственных приготовлений настоек, мазей, то, конечно же, очень хорошо. И меня попросили дополнять всегда, когда можно, это для теплых регионов, что можно в это время собирать из лекарственных растений. Это убывающая луна, знак лев. Очень хорошо убывающей луне собирать именно корневые части растений. Они в это время наиболее полезны, наиболее ценны для приготовления лекарственных настоек, различных напитков, мазей и так далее. Я ответила на ваш вопрос, и в последующих выпусках мы об этом тоже будем напоминать. Следующий очень важный период – это Дева. Многие его ждут в связи с тем, что собираются нарезать череночки, укоренять. Это вот касается цветоводов. Они мне пишут, пожалуйста, когда это уже можно делать. Сразу же хочу отметить 27-я суббота. Казалось бы, выходной, можно много дел сделать, и это Дева. Но это переход Луны из 3-й в 4-ю фазу. А это значит, это небольшое, маленькое, но это или полнолуние, и новолуние. Это стрессовая ситуация для Земли, для растений, для семян, да и для человека. Поэтому в этот день никаких посевов не проводим, рассаду не высаживаем, не пересаживаем. В саду можем только проводить уборку, какие-то технические работы. Зеленые операции, пожалуйста, не проводите. И не только потому, что это переход Луны из 3-й в 4-ю фазу, но и это Дева. Дева только нарезка черенков, это допускается, это очень хорошо. Но обрезка очень плохо воздействует на растения. Уже я проверила и просто делюсь с вами своим опытом. Вот это очень важный момент. Пожалуйста, никаких зеленых операций, кроме нарезки черенков. Для цветочных дел это у нас уборка, больше никаких дел в Деве не делаем. Кстати, и для человека старайтесь отдохнуть при переходе Луны из одной фазы в другую. Комнатные цветы актуальны будут защита и поливы. Можно частично подкормочку, но небольшую делать, если есть в этом необходимость. Но лучше перенести на 28-е, на следующий день. Итак, поливы, подкормки проводим. А вот целый ряд работ, что нельзя делать. Это ничего связанного с тем, чтобы собирать урожай, перерабатывать и готовить. Здесь же и лекарственные настойки, и сбор лекарственных корней не проводите. Не то качество, эффективность не та. Проверила уже. И 28-е это тот эффективный день, когда уже наконец-то можно поработать. Что здесь актуально? 28-го воскресенье, выходной, очень хорошо. 28 ноября можно проводить подзимний посев семян цветов. Снова же тут делаю акцент.
пожалуйста, южане, не надо сеять сейчас семена цветов. Не делайте это. У меня даже после дождика, вот этих резких перемен, мы живем на юге, в городе Измаил, это юг Украины, юг Одесской области, вот сам массив семян цветов, и из-за того, что были дождики, и ночью -1, -2 несколько дней, днем там +4, +5, +6, и вдруг меняется погода, снова ночью плюс, и днем уже +12, +14, и некоторые семена, вот самосев, начали всходить. И затем вдруг мороз, и они погибают. Это для тех, кто только начинающий, и те, кто еще на юге не понимают вот этих вещей. Не спешите в южных странах, в южных регионах с подзимним посевом семян цветов. Я вообще вот этот подзимний посев провожу уже январь-февраль. Пусть растения с цветоносами сидят в земле, они оставлены, и только зимой, когда уже установится зимняя погода, вот тогда проводим подзимний посев семян цветов. Это, кстати, актуально для северных регионов, там, где уже установилась зимняя погода, минусы ночью и минусы днем. Вот это актуально. Ну, а что касается здесь посевы, но это посев новых растений, размножение растений, черенки и укореняем. Это касается тех, кто занимается, это теплые страны и теплые регионы, можно нарезать черенки и сразу их укоренять. Это садовые, декоративные растения, любые растения, цветочные, нарезали и укореняем сразу. Здесь не советую делать нарезку черенков для будущего укоренения. Здесь вот происходит, если мы их закладываем в холодильник, вот портятся черенки, и качество черенков не такое, когда мы будем обрезать черенки, нарезать чуть-чуть позже. Мы об этом будем говорить в следующем видео. Там будет очень хороший период. Поэтому вот такая у нас задача с посевной частью, с размножением растений. Рассаду можно высаживать, рассаду цветочных растений для теплиц отапливаемых и для теплых стран. Это очень актуально. В саду в это время, 28 ноября, можно нарезать черенки для укоренения. Многие сейчас укореняют уже розочки, какие-то декоративные растения на подоконнике, в горшочках под бутылкой. Очень популярно сейчас вот это укоренение, размножение растений. Да, сейчас есть такая возможность, пожалуйста, делайте это. Да, у нас есть еще уже хорошие рассказы о том, что укореняют хризантемы на окошке, то есть на подоконнике в горшочке под бутылкой. Так что вот этот день, 28 ноября, в Деве, очень хороший для этих дел, да, для размножения цветов и других растений. Зеленые операции не проводим, только нарезка черенков. Только нарезка черенков для укоренения в этот же день. Вот это очень важно запомнить. Для цветов, ну, естественно, там, где холодно, подзимний посев семян цветов. Там, где тепло, еще можно уборку проводить, какие-то технические работы, по-разному бывает. Еще, кстати, можно вот в это время высаживать, пересаживать, очень хорошо пересаживать хризантемы в большие горшки. Единственное, что прошу, не обрезайте ветки, не обрезайте сам побег и корни не трогайте, просто пересаживайте в большие горшки, в другую землю, в плодородную землю. Мы в ближайшие дни покажем, как мы это делаем с нашими растениями хризантем. Это у нас и те растения, которые куплены, а также те растения, которые мы готовим к зимовке. Здесь одинаково очень важно вот эту работу проводить, и мы будем использовать этот день для этой работы. Для комнатных цветов целая череда работ, потому что нужно успеть за этот день нарезать черенки, укоренить. Нужно укорененные черенки посадить уже, пересадить в горшочки, провести перевалку из маленьких в большие горшочки, полить, подкормить. Напоминаю, подкормочка 50% физиологические процессы даже при подсветке
И, ну, все равно, даже удлиненный световой день, но не тот процесс, нету солнца настоящего, то, что дает возможность полному фотосинтезу. Поэтому 50% делайте для подкормки, вот по инструкции рекомендуется, допустим, 10 граммов, вы ставите 5 граммов какого-то удобрения, половину. Ну и, естественно, в этот день будете заниматься вот этими всеми цветочными делами, а вот сбор урожая, заготовка и остальные вопросы, закладки на хранение, квашение, лекарственные настойки, в это время мы эти дела не проводим. Луна для дома и для здоровья. Четверг и пятница, 25 и 26 ноября. Убывающая луна в знаке стихии Лев. Хотя это убывающая луна, но знак стихии огня здесь будет работать на полную мощь. Поэтому печку 25-26 спокойно будете разжигать, никакого дыма не будет. Естественно, помните, нужны сухие дрова. Вот очень хороший период начинается для тех, кто готовился к стрижке волос, к покраске волос. Можно будет и 25 и 26 стричь волосы, красить волосы. Кстати, вот эта пострижка в зимний период мне очень нравится. Не так быстро растут волосы при убывающей луне, но в то же время волосы здоровые и густые становятся. Поэтому вот этот период используем для стрижки. Покраска волос очень хорошо, но вот это знак стихии огня, и я всегда прошу, да и в принципе уже сейчас нужно набирать направление, такое выбирать направление с использованием не химических красок, а используйте органические. Они дороже, но они хороши для нашего организма, для нашего здоровья, для здоровья волос. Мыть волосы тоже в это время очень хорошо, качество прекрасное. Очистка кожи — это у нас период убывающей луны, он постоянен, никаких перерывов, тоже и во льве тоже проводим различные манипуляции. Стричь ногти в это время тоже очень хорошо. Ремонт прекрасно, сушится быстро, краска очень красиво ложится, побелка хорошая получается. Ремонт делаем эти дни в замечательное время. Проветривание вещей. Ну, естественно, если нет дождя и если нет каких-то неблагоприятных погодных условий, солнышко, ветерок, очень хорошо будет проветриваться. И тоже одеяло, подушки. И в это время такой особый аромат, если морозец небольшой, очень вкусно пахнет белье. Естественно, то, что вы носите для того, чтобы проветрить. Рукоделие во льве — это супер время, это время творчества, очень хороших идей и очень большой работоспособности. Используйте эти 2 дня. Ну и будет дальше тоже очень хорошее, так что можете начинать и обязательно в эти дни завершите творческие прекрасные вещи, которые вы будете делать. Что касается стирки. Можно стирать, но в это время просто-напросто очень плохо отстирываются пятна. Поэтому, если какая-то стирка небольшая и без особых таких загрязнений, то можно провести стирку. Уборку тоже можно проводить. Уборка в это время обычно проводится обычная, профилактическая, так называемая. Идем дальше. Дева 27 и 28. Дым. Дым – это давление, убывающая луна, и, естественно, даже сухие дрова здесь очень сложно. Если печка была протоплена ранее, камин, то и теплая, то с маленького снова же начинаете количество или дров, или сухого спирта для того, чтобы пробить воздушную пробку. В это время часто вот дым именно возвращается в дом и проблемы с протопкой печки. Стрижка волос. Вот я хочу обратить внимание ваше, да, в Деве очень хорошо, но у нас очень важное вот это событие, переход Луны из 3 в 4 фазу. Это небольшое полнолуние или новолуние, стрессовая ситуация. Поэтому не режьте в это время никакие части своего тела, а волос — это очень важная часть, это наши антенны, поэтому не стригите 27-го, ни в коем случае волосы, и не стригите, кстати, ногти в это время. А также не красьте волосы,
никаких манипуляций в это время не проводите с волосами. Но можно, очистка кожи у нас идет далее по убывающей луне каждый день, и очистка кожи у нас идет, и мытье волос, это все нормально будет проходить. Нельзя делать в это время ремонт, а также проветривать вещи. Неприятные ароматы, неприятные запахи не используйте в это время вот эти приемы с вашими вещами или с стенами или комнатами, где вы будете делать ремонт. А вот что касается рукоделия, то дева, конечно же, даже вот в это время перехода Луны из 3-4 фазы, дева дает очень большую энергию, творческую энергию для того, чтобы творить. Поэтому используйте это время для создания нужных, полезных вещей своими руками. Рукоделие, пожалуйста. Кстати, убывающая луна при стирке в знаке Девы тоже хорошо стирка получается. Белье замечательное, чистое, красивое получается, и пятна отстирываются хорошо. Но уборка может быть в это время даже такая капитальная, генеральная. В Деве хорошо получается. Дева любит чистоту и красоту. 28-го здесь немножечко другая уже ситуация, и это связано с тем, что у нас уже позади вот эта стрессовая ситуация перехода Луны из 3-4 фазы. Итак, воскресенье, снова же с дымом у нас проблемы тоже будут, это Дева. А вот стричь волосы очень хорошо, красить волосы очень хорошо, мыть волосы, очищать кожу, а также стричь ногти. Хотя это воскресенье, но это как раз энергетически очень хороший период для того, чтобы провести вот эти мероприятия. Что касается ремонта и проветривания вещей, по-прежнему эти дела не проводите. Зато можно заниматься рукоделием, продолжать то, что мы начали, и завершать даже. Стирать очень хорошо и убирать тоже очень хорошо. Если это не сделали в субботу, можете сделать это в воскресенье. Наша постоянная рубрика «Луна для здоровья». 25 и 26 ноября 2021 года убывающая Луна будет в знаке Лев находиться. А импульс Льва заставляет петь систему кровообращения. Теперь, благодаря положению Луны в знаке Лев, система кровообращения поет свою сольную песню. И в то же время, вот в дни стихии огня, особенно вот именно когда находится Луна в знаке Лев, сердце просто сходит с ума. И в это время часто бывает бессонница. Сердце бьется сильнее, заставляет человека обратить особое внимание именно на него. И напомним, что в дни нахождения Луны в знаке Лев уязвимы в первую очередь само сердце, а также аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник, сердечно-сосудистая система. В дни нахождения Луны в знаке Лев нужно изменить свой рацион и особо к нему тщательно подходить. В рационе должны быть протеины, витамины D и С. Поэтому очень важно использовать натуральные соки, натуральные фрукты, овощи и, естественно, травяные чаи. В это время хорошо для нашего организма продукты из морепродуктов, из рыбы. Хорош в это время печеный картофель, яблоки, груши, хурма, различные цитрусовые, ананасы, авокадо. Фасоль и горох готовьте в это время, маслины, чеснок. Но смотрите на ночь, и так будет бессонница, поэтому чеснок на ночь не употребляйте. Хорошо в это время для нашего организма, и сердечку это нравится, грецкие орехи, семена подсолнечника, различная зеленушка, укроп, петрушка, все, что у вас есть зелененькое, делайте салатики. А также очень хорошо пить в это время зеленый чай, морковь использовать, а из круп варите каши из пшена, овсянки, гречки и риса. 27 и 28 ноября 2021 года убывающая Луна будет находиться в знаке Дева.
27-го будет переход Луны из 3-й в 4-ю фазу, поэтому особо будьте внимательны к своему здоровью, не перетруждайтесь. Ну и давайте вспомним, что в это время требует особого внимания. В Деве уязвимы тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота, брюшейка. Важная роль брюшейки сейчас в нашем организме и в развитии иммунного ответа на вот эти все изменения и эти новые энергии, которые поступают на Землю, и не только для Земли, но и для человека. В брюшейке находится много лимфатических узлов, внутри которых иммунная система вырабатывает механизмы защиты от бактерий, попадающих в организм через просвет тонкой кишки. Это касается не только бактерий, но и различных вирусов. Поэтому будьте внимательны в эти дни к этим органам. При питании в знаке Дева нужно использовать раздельное питание, то есть сейчас поели яблоки, затем еще какой-то продукт, но это должно быть часто и маленькими порциями. И должны быть продукты, богатые железом и витаминами группы В, а также энергетические соли, сульфат калия и фосфат железа. Обе соли содержатся в гречневой крупе, в пшене, овсе, поэтому варите в это время каши из этих круп, а также они находятся в яблоках, грушах, абрикосах, в гранате, картофеле, моркови, всех цитрусовых фруктах. Ну и в меню должно быть растительное масло, грецкие и другие различные орехи, все, что есть из орехов. Очень хорошо черную редьку сейчас готовить, можно дайкон, у кого есть редис. Хорошо принимать молочные различные продукты, зеленые культуры и цветная капуста. Напоминаю, в знаке Дева нельзя использовать для приготовления макароны в первую очередь, ну и другие углеводные продукты. Вот и подошел к концу наш сегодняшний выпуск. Мы, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, желаем вам всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, а также благодатной погоды, ну, естественно, прекрасного, солнечного, позитивного настроения при любой погоде, в любой стране, в любом городе или деревне. Пусть у вас всегда будет хорошее, замечательное, созидательное настроение. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!